Жители одного из микрорайонов Омска часто видели этого заросшего колтунами, больного и грустного пса, который спал на кучах мусора, кормился тем, что подбрасывали неравнодушные люди, рылся в помойках, а зимой замерзал на улице. Но его жизнь кардинально изменили волонтеры приюта «Омские хвостики», которые решили помочь бедняге. Когда волонтеры выехали на место, они увидели пса в удручающем состоянии, кое-где спутанная клоками шерсть висела, а где-то ее вовсе не было, глаза слезились, Чау-Чау хромал на лапку. Его забрали в приют и тут же показали ветеринарам. Диагноз был неутешительный. Псу было около 7 лет, по всему телу из-за жизни на улице, болячки, заработанные инфекции и общее слабое состояние. Волонтеры не хотели сдаваться и начали лечить своего нового подопечного, которого назвали Балу. Но тут подоспела порядком удивившая сотрудников приюта новость: у Балу есть хозяева. Объявились люди, которые утверждали, что породистый пес принадлежит им, никаких фото или документов у них не было, но они хотели забрать собаку назад. По словам хозяев, они уехали из Омска в Екатеринбург на год, а питомца оставили на попечение знакомым. Почему он месяцами скитался по городским помойкам и спал под дождем и снегом, ответа никто дать не смог. Балу остался в приюте, где приходил в себя после всех потрясений. Он оказался очень воспитанным и интеллигентным псом, добрым и понимающим. Шерстка у него постепенно отрастала, и пусть всех его проблем со здоровьем было уже не решить, Балу становится похожим на совершенно нормального пса. С момента прибытия Балу в приют за его судьбой следила Тамара из Ростова-на-Дону. Она увидела посты о нем в социальных сетях и решила стать хозяйкой пожилому песику. Не испугало ее и то, что между ними было множество километров, сам Балу проблемный, и ждать его нужно было около 3 месяцев. Волонтеры приюта собрали все необходимые денежные средства на дорогу и поездом отправили Балу в Ростов. Все очень волновались и переживали, но в итоге счастливый пес встретился со своей новой хозяйкой, и они прекрасно поладили. Балу душа в душу живет вместе с Тамарой. Все тяготы жизни для него остались позади, и свое счастье он смог обрести благодаря помощи приюта и вере волонтеров в лучшее. Будьте ответственны и не бросайте своих любимцев.